Глава 3. Артефакт, в которой друзья отправляются на поиски и одновременно пытаются понять, что именно оказалось у них в руках. Отложив изрядно обгрызенный карандаш, Пашка погрузился в работу, и окружающий мир перестал для него существовать. В голове сложился совершенно новый, необычный дизайн путеводителя, который полностью соответствовал содержанию. В этот раз он будет не просто подробным изложением фактов, а превратится в красочную, привлекающую внимание книгу. Изложение материала станет более логичным и легким для восприятия. Пашка надеялся, что эти новые находки значительно повысят спрос на путеводитель. Замечтавшись, он встрепенулся лишь, когда скрипнула калитка, и из глубины дома раздался голос Татьяны. «Пашка, ты опять работаешь в темноте». «Уже нет?» Он протянул руку и покрутил выключатель, увеличивая яркость света. «Спасибо, что напомнила, а то я тут немного увлекся». Запыхавшаяся Татьяна появилась на террасе. Ее волосы выбились из прически, и лицо светилось энтузиазмом. Павел оживился. «Наверное, опять принесла что-то интересное». «Угадай, что я нашла?» — прямо с порога спросила она. «Философский камень? Кошелек? Или нет? Старинный рецепт пирога? Не угадал. Это рукопись, такая древняя, что у археологов глаза бы на лоб полезли, если бы они ее увидели». Татьяна положила сверток на стол и аккуратно развернула его. Перед Павлом оказались страницы из плотного темного материала, испещренные ажурным текстом, символами и загадочными рисунками на полях. «Ты уверена, что это не из соседней антикварной лавки?» Скептически усмехнулся он, хотя на самом деле рукопись сразу заинтересовала его своим необычным видом. «Пашка, да ты что, сам, что ли, не видишь?» — воскликнула возмущенно Татьяна. «Она настоящая. Знаешь, как она ко мне попала? Я до сих пор не могу в это поверить». И Татьяна рассказала о своей встрече с Геннадием. Все произошло так неожиданно и быстро, что наша встреча сначала не показалась мне странной, а вот теперь очень даже кажется, будто мне все это приснилось. Но рукопись-то... Вот она. Татьяна похлопала ладонью по лежащей на столе книге. «Да, странная история», — пробормотал Пашка, с интересом погружаясь в изучение диковинного манускрипта. Татьяна тоже склонилась над рукописью. Павел достал лупу и стал водить ею над страницами. «Занятно. Это церковнославянский, но странный. Даже затрудняюсь сказать, насколько он древний. Смотри, тут символы, которых я раньше не встречал ни в каких других текстах. А вот это напоминает какую-то астрономическую диаграмму». Татьяна наклонилась поближе. «Или карту. Видишь эти точки, помеченные крестиками? Может, это обозначение святых мест? Кажется, подобные символы попадались мне в прошлом году над дверями часовни под Псковом. Тогда я подумал, что это просто какое-то редкое декоративное украшение». Татьяна обрадовалась. «Вот видишь, наверняка это что-то важное». «Возможно», — задумчиво произнес Павел. «Остается понять, что именно». Утром, как и договаривались, приехали Сергей и Наталья. Опоздали на час, затеяли между собой перепалку, но вскоре сошлись на том, что причиной опоздания были поиски творческого вдохновения. Что подразумевалось под этим, понять было трудно, но в сложившихся обстоятельствах это было уже неважно. Жажда разгадки тайны древнего манускрипта затмила все прочее. «Это точно не путеводитель?»
Глядя на необычные страницы, съязвил Сергей в адрес Павла. «Не скажи», — вмешалась Татьяна. «Вполне возможно, что это именно он и есть». Наталья старательно ощупывала и разглядывала листы. Материал очень необычный. Это не пергамент. Больше похоже на смесь керамики и чего-то органического. Вроде бы что-то древнее и в то же время высокотехнологичное. Павел вздохнул. «Еще скажи, что это инопланетный артефакт». «Почему бы и нет?» — отозвалась Наталья. Сергей усмехнулся. «Чувствую, из-за этой штуковины нас вот-вот навестят люди в черном или существа из тарелочек. Думаю, вам не надо напоминать, что в фильмах это всегда заканчивается плохо. Но раз уж мы по уши влипли в эту историю, предлагаю заранее написать записку». «Какую еще записку? Кому?» — подняла на него глаза Татьяна. Он на секунду задумался и выдал: «А вот какую?» «Мы покинули родное оленье гнездо, чтобы спасти мир». «Какое еще оленье гнездо?» — снова удивилась Татьяна. «Да, извините, забыл, вы ведь еще не знаете. С сегодняшнего дня ваш загородный дом будет нашим штабом, и называться он будет «Оленье гнездо», — торжественно провозгласил Сергей. «А что, в этом что-то есть?» «Мне нравится», — откликнулся Пашка. «Оленье гнездо» звучит неплохо. «Насчет названия я тоже не против», — сказала Татьяна. «Но для чего эта дурацкая записка? Когда-нибудь ее найдут и нас спасут?» — с пафосом заявил Сергей. «Ясно», — подытожил Пашка. «Сначала мы спасем мир, а потом спасут нас. Отличный сценарий. Пора выдавать Оскара». Неожиданно громкий телефонный звонок заставил всех вздрогнуть. Павел глянул на экран и включил громкую связь. «Привет, Данька. Когда подъедешь? Все собрались? Ждем тебя». «Тут такая история», — послышался голос из мобильника. «Какие-то люди разыскивали тебя. Пришли ко мне на работу, не представились и стали расспрашивать о тебе, хотя даже твоего имени не знали. Но я сразу понял, кого они имели в виду», — сумбурно говорил Данька. «Вот». «Что я говорил? Они были в черном?» — воскликнул Сергей. «Почему в черном?» — удивился Данька. «И что сказали?» — прервал их диалог Пашка. «Точно не помню, но что-то вроде: «Где твой знакомый специалист по древностям?» Уверяли, что это очень важно. Мне это показалось подозрительным, и чтобы выиграть время, я сказал им, что ты в отпуске на Сейшелах. Конечно, не поверили, но спрашивать больше ничего не стали и ушли. «Молодец!» — одобрил Пашка. «Я уже устал от жуликов. Просто спасу от них нет. Пусть слетают на Сейшелы и поищут меня на пляже». «Паша, шутки шутками, но ты уверен, что ни во что-то такое не впутался? Ну, типа нашел чужое древнее сокровище или еще что?» Вид у них был серьезный. «Нет, Данька, никаких сокровищ я не находил, если не считать коллекцию твоего чая у нас на кухне». «Скажешь тоже», — хмыкнул Данька. «А что? Татьяна считает ее сокровищем». «Хотя, постой», — задумался Пашка. «Вчера она принесла одну старую книгу». «Да нет», — мотнул он головой. «Не думаю, что это как-то связано». «Ладно», — заторопился Данька. «Я позвонил, чтобы вас предупредить и извиниться, что не смогу сегодня приехать. Пока». И он повесил трубку. День пролетел быстро. Рассматривание и перелистывание и ощупывание рукописи не привело ни к каким новым идеям. Вечером, когда Сергей с Натальей уехали, Павел отчетливо услышал какие-то странные звуки за окном. Он взял фонарь и, скрипнув дверью веранды, вышел на улицу. Стояла звенящая тишина.
Во дворе никого видно не было, и лишь скульптура оленя молчаливо смотрела на него. В ее глазах было такое выражение, будто она очень хотела что-то сказать, но не могла. «Не иначе, как духи леса», — пробормотал Павел. Вернувшись в дом, он рассказал о подозрительных шорохах Татьяне. «Может, какой-нибудь ежик по двору бегает? Или лиса опять пришла? А может, еще какая живность?» — предположила она. «Действительно, настоящее оленье гнездо», — подытожил Пашка. Ночью он несколько раз просыпался из-за странных звуков во дворе, но выходить и выяснять, что это было, не стал. Вместо этого решил продолжить работу над своим путеводителем и, закончив его к утру, снова лег спать. Название «Оленье гнездо» прижилось, и на следующее утро в нем собралась вся компания. Данька приехал со своей супругой Ириной. Сергей привез к завтраку маковый рулет прямо из пекарни. Извините, опоздал. На этот раз вдохновение застало меня врасплох в пекарне. «И как? Вдохновился чем-нибудь полезным?» — спросила Татьяна с иронией. «Не то слово. Польза так и хлещет через край», — воскликнул Сергей. «Пекарня уже не пекарня, а настоящая изба-читальня. Вы же знаете Машу, дочку хозяина? Так вот, она поставила в фойе книжный шкаф, чтобы посетителям было не скучно тортиков дожидаться. Оказалось, что она увлекается средневековьем. Вот и оформила переплеты книг в соответствующем стиле. Как только я их увидел, сразу меня осенило, что вчера не рассказал вам самое важное. Надеюсь, это не о том, как продавать путеводители в пекарнях, оформив их под старину, — вздохнул Пашка. «Нет, тут совсем другое дело», — горячо возразил Сергей. «Вы ведь помните про домик в Ореховно, который я купил пару лет назад? Тот, что под снос, с садом в виде джунглей?» — уточнила Наталья. «Ну, уж прямо и джунгли. Просто сад в английском стиле», — возразил Сергей. «Не хочу вмешиваться в естественные природные процессы. Там растет куча полезных растений. Яблони, малина, смородина и даже крыжовник. И им очень нравится, когда никто не вмешивается в их личные дела. Но это я отвлекся. Так вот, я решил дом не сносить. И весной начал его перестраивать. А когда разбирали фундамент, нашли вот это». Сергей достал из сумки завернутый в кусок холста предмет и выложил его на стол. «Надеюсь, Таня на меня не обидится, если моя сенсационная находка составит конкуренцию ее вчерашней. Поначалу мы подумали, что это просто мусор, но вот, смотрите сами». На столе оказались страницы древней рукописи. «И ты нашел это в фундаменте своего дома?» — недоверчиво спросил Данька. «Ого! Артефакты косяком пошли!» — воскликнула Татьяна. «Именно там», — подтвердил Сергей. «Разобрав с помощью лома и кувалды кирпичи в фундаменте, мы обнаружили пустое пространство. Вы не представляете, как мы обрадовались. Думали, что наткнулись на клад, и в мечтах уже расплачивались золотыми дукатами на базарах экзотических стран, загорали на знойных южных пляжах и путешествовали вокруг света. Но, увы, вместо клада в тайнике оказался пыльный сверток с полуистлевшими страницами. Нашему горю не было предела. Мы забросили все на чердак и постарались побыстрее забыть это фиаско. Поэтому в прошлый раз я про него ничего и не рассказал. «Значит, на чердак, говоришь?» — неодобрительно ворчала Татьяна, рассматривая страницы. «Ну, мы же не такие знатоки древностей, как вы», — оправдывался Сергей. Татьяна переворачивала страницу за страницей. «Нет, это точно не мусор. Вот ведь говорят, беда не приходит одна». Пашка тоже придвинулся ближе
и начал внимательно изучать рукопись. «Смотри». Он указал на рисунок с кругами, соединенными линиями. «Нечто подобное я видел в одном из монастырей, когда работал над путеводителем. А еще это похоже на старинные печати», — добавила Наталья. «Посмотрите, переплетение линий очень похоже на древнеславянские или скандинавские орнаменты». Данька, стоявший у окна и до сих пор не принимавший участия в разговоре, спросил: «У нас что, встреча клуба антикваров?» «Скорее клуба «Ни дня без артефакта», — поправил его Пашка, поднимая голову. Продолжившая рассматривать рукопись, Наталья воскликнула: «Эти символы похожи на части головоломки или какой-то ребус. Видите? Они повторяются, но в разных вариациях. Некоторые знаки почти в точности повторяют те, что я видел на стенах монастырей», — добавил Пашка. «Возможно, это не просто декор, а что-то вроде шифра». Сергей озадачился. «Значит, если мы разгадаем этот шифр, то что? Найдем сокровище? Или откроем портал в другой мир? Не хотелось бы, чтобы дело зашло так далеко», — произнес Пашка. «Данька сказал, что мной интересовались какие-то люди, и по времени это совпало с находкой Татьяны. Скорее всего, это просто совпадение», — засомневался Данька. «А может и нет», — возразила Татьяна. «Давайте рассматривать все варианты. Мы ведь для того и собрались, чтобы разобраться». Сергей виновато ухмыльнулся. «Не хотел вас расстраивать, но есть еще одна очень странная вещь». «Какая?» — хором спросили все, уставившись на Сергея.